Во время прогулки по дикой местности Калифорнии мужчина был поражен оглушительным визгом, донесшимся из близлежащего ущелья. Сначала Итан принял пронзительный звук за плач младенца. Он остановился, недоверчиво оглядывая окрестности. Это показалось ему неправдоподобным. Он шел примерно в 2 милях от города по смотровой тропе, сложному подъему по склонам горы. Мысль о том, что кто-то может взять с собой крошечного ребенка в такой сложный поход, казалась абсурдной. Тем не менее, пронзительный крик продолжался, навязчивой частотой, которая завершилась грубым, скрипучим и омерзительным стоном. Итан отверг возможность того, что это мог быть ребенок, но все же он понимал, что кто-то находится в тяжелом состоянии. Возможно, даже в опасности. Несмотря на осознание того, что вскоре он сам может оказаться в подобном состоянии, он решил разобраться. 2 ночи подряд горожане, жители Даунивилля, штат Калифорния, жаловались на активность койотов в окрестностях города. Пропали домашние животные, а во всех районах, ведущих к реке и окружающим туристическим тропам, были обнаружены следы койотов. Когда Итан потянулся за валуном, чтобы забраться на более высокий участок тропы, он снова услышал звук. Перед его мысленным взором возник образ маленького животного, разрываемого на части койотом. Вот оно. Снова этот неземной крик, и на этот раз он звучал гораздо настойчивее. Он определил, что звук доносился из ущелья справа от него. Итан знал эту местность. По оврагу протекал широкий ручей. Что бы это ни было, существо находилось там. Дойдя до места, где можно было спуститься во овраг, Итан остановился. Отсюда тропа круто спускалась в ущелье. Он спускался по меньшей мере 100 ярдов, прежде чем достиг ровного берега ручья. В этот момент воздух снова пронзил крик, но на этот раз он был более слабым, более паническим, возможно, менее живым, подумал он про себя. Первый шаг Итана прошел гладко, как и второй, но на третьем рыхлая почва под его ногой провалилась, и он потерял равновесие. Он взмахнул руками, чтобы восстановить равновесие, прекрасно понимая, что травма колена или лодыжки в таких условиях может обернуться для него большими неприятностями. Он добрался до берега ручья без дальнейших происшествий и осмотрел местность. И тут он увидел следы койотов, которые были повсюду. Койоты, оставившие эти следы, не шли по прямой. Они бродили вокруг, ныряли в подлесок на краю ручья, а затем снова выходили на песчаный берег. Итан завернул за поворот и сразу же заметил 2 койотов, которые носились по мелководью, и снова раздался душераздирающий звук, издаваемый попавшим в беду животным, но он был слабее, чем раньше. Инстинктивно Итан понял, что бы это ни было, оно умирает. Этот звук привел койотов в бешенство. Кто-то был явно ранен или беспомощен, и это означало, что он был легкой добычей. Они даже не заметили Итана. Мужчина снял свой походный рюкзак, а затем быстрым шагом направился к 2 койотам. Когда они заметили его, он начал размахивать рюкзаком и кричать во весь голос. Койоты немного отступили, и Итан побежал трусцой к берегу ручья. 2 камня удерживали большой мешок. Отверстие было завязано куском грубой веревки. Кровь застыла у него в жилах, когда он понял, что внутри что-то живое. Итан перелез через камни и немедленно принялся развязывать узел. Как только ему удалось освободить мешок, он поднял его и вынес на сушу, по-прежнему тщательно закрывая отверстие. Он понятия не имел, что там внутри. Это было его следующей заботой. Что за существо было в мешке? Это мог быть суслик или даже маленький барсук. Что бы это ни было, оно сильно сопротивлялось, поэтому было трудно оценить размер существа. Итан нашел место, куда можно было бы положить мешок. Открытое пространство, где было бы достаточно места, чтобы убраться с пути потенциальной опасности. Когда Итан наклонился и медленно открыл горловину мешка, он не поверил своим глазам. Из всего того, что по его представлениям могло быть внутри мешка, это никогда не приходило ему в голову.
Это была крупная домашняя кошка, промокшая насквозь, почти замерзшая от холода и, очевидно, находившаяся на последнем издыхании. Кот перестал извиваться и просто смотрел на спасителя. Ему было явно комфортно среди людей, а это означало, что он не заблудился. Кто-то бросил его. Хуже того, кто-то пытался избавиться от него самым ужасным способом, который только можно вообразить. Итан почувствовал, как на его глаза наворачиваются слезы. Кто мог быть таким жестоким? Лапы кошки были в крови. Она потеряла 2 когтя, вероятно, из-за того, что боролась и царапалась о мешковину. Кроме того, животное было совершенно мокрым и дрожало всем телом. Итан прижал кота к груди, чтобы согреть его своим телом, и обдумывал свой следующий шаг. Эту кошку нужно было как можно скорее доставить к ветеринару, ведь она была на грани смерти. Итан снял свою походную куртку и завернул в нее ослабевшую кошку. Затем он снова надел рюкзак и трусцой направился к главной дороге. Он добрался до нее через час. Он не стал заглядывать под пальто, чтобы посмотреть, как там кот. Он слишком боялся того, что мог там найти. Глубоко в его сердце Итан не дал коту ни малейшего шанса. Он не верил, что кошка выживет, но тем не менее был полон решимости сделать все, что в его силах. Через несколько минут ему удалось остановить машину. Водителю потребовалось всего лишь краткое объяснение, чтобы пригласить его войти, а затем он помчался в город на скорости, от которой у любого полицейского брови поползли бы вверх. Войдя в кабинет ветеринара, Итан положил походную куртку на смотровой стол. Ветеринар осторожно развернул ее. Сначала он послушал сердце кошки, затем осмотрел ее с головы до ног. Когда он снова повернулся к Итану, на его лице было мрачное выражение. Он не верил, что бедный кот оправится от этого испытания, и сказал, что самое доброе, что они могут для него сделать, это немедленно положить конец его страданиям. Но Итан не хотел этого. Он предложил оплатить любое лечение, в котором нуждалась кошка, и умолял ветеринара хотя бы попытаться. Тем временем он сообщил о преступлении местным властям, которые, к сожалению, сообщили ему, что в лесу или даже в окрестностях нет камер видеонаблюдения. Кто угодно мог бросить бедную кошку, учитывая, что мешок был погружен в воду, какое-то время не было никакой возможности восстановить отпечатки с ткани. Теперь кошка была совсем одна на свете, и как только ее выпишут из клиники, она сразу же отправится в приют, если, конечно, вообще выберется оттуда. И снова Итану это не понравилось. 3 недели спустя он поднялся по лестнице своего дома в спальню. Когда он открыл дверь, то улыбнулся, увидев сверток посреди кровати. Гарфилд, так он решил назвать кота, которого спас от холода и койотов, свернулся калачиком посреди кровати, как будто она была его собственной. Он взглянул на Итана, лениво замурлыкал и снова закрыл глаза. Он снова нашел свое место в этом мире, и на этот раз будет занимать его до конца своих дней. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.